Всем добрый день! Вы смотрите канал Растюхи.ком. Меня зовут Наталья. Мой сад находится в Украине, в Одесской области. Продолжаю тему вечнозеленых растений. Уже есть видео о кустарниках и полукустарниках, а сегодня начинаем говорить о зимнезеленых травянистых многолетниках. Большая часть вечнозеленых многолетников приходится на почвопокровные растения, и обзор этих растений я хочу оставить для другого ролика. А сегодня я покажу зимнезеленые многолетники моего сада, которые растут куртинкой. Первое растение называется горянка. Это травянистый многолетник, который, к сожалению, не особо часто встретишь в садах и даже в продаже. Хотя растение очень красивое, но красота ее скромная и не всегда заметна с первого взгляда. Горянки бывают разные, известно около 50 видов. У меня растет гибридная горянка красная. Достоинством этой горянки являются листья. Она зимует с ними, и вот так она выглядит этой теплой зимой на начало января. Но уже в конце января листья приобретают вот такой бронзовый оттенок. Она образует плотную куртинку высотой около 30 см. Разрастается медленно, растет у меня уже 6 лет, и диаметр кустика сейчас 35 см. Лист постепенно за зиму отмирает, и весной происходит смена листьев. Отрастают очень яркие молодые листочки с красными штрихами. Вот так она выглядит весной. Горянки еще и цветут, хоть маленькими, но очень симпатичными цветочками, за которые это растение в Европе назвали цветком эльфов. Горянки – это растения для тенистых уголков. Морозостойкость до минус 35. Абсолютно неприхотливое растение, не болеет, а из вредителей листья могут повреждать слизни и улитки. Здесь же слева от нее растет медуница. Это еще одно совершенно неприхотливое, декоративно-лиственное и зимне-зеленое растение. Вот так она выглядит сейчас в январе. Она образует невысокую куртинку в зависимости от сорта от 20 до 40 см высотой и до 50 см в диаметре. Тоже любит полутенистые места. На сегодняшний день можно приобрести сорта с разным окрасом листьев, например, с чисто серебристыми листьями, с белой окантовкой и с разным окрасом цветов – голубым, розовым и красным. Но цветение у медуницы довольно невзрачное, потому что цветочки очень мелкие. И, конечно, главное ее достоинство – это листья. Так же, как и горянка, медуница имеет хорошую морозостойкость до 35 мороза. А справа от горянки растут гейхеры, которым было посвящено предыдущее видео. Из него вы можете более подробно узнать о гейхерах, а также гейхерелах и тиарелах. Все они сохраняют лист на зиму. Следующий многолетник – это морозник. У меня растет морозник восточный. Это сорт Double Elen Pink. У меня есть подробное видео о нем, ссылка будет в описании. Очень красивый, крупный, рассеченный лист у него, который сохраняется до весны. И так же, как у горянки, к весне старый лист отмирает и отрастают новые листья. В диаметре мой морозник уже более метра. У кого-то морозники в январе уже цветут. Есть виды морозников, которые зацветают еще в декабре. Мой морозник всегда зацветает не раньше февраля, даже если очень теплая зима. Сейчас у него только показались цветоносы. И если не будет сильных заморозков, через недельку начнется его эффектное долгое цветение. Растение имеет такую же морозостойкость, как и предыдущий, до минус 35. А вот здесь под морозником растет еще одно растение, сохраняющее свои листья зимой. Это печеночница, или ее ботаническое название гепатика. Свое название это растение получило за форму листьев. Считается, что они своей формой напоминают такой орган человеческого тела, как печень. И в древности настои из листьев печеночницы люди использовали для лечения заболеваний печени. Наиболее распространенный вид в садах – это печеночница благородная. Это лесное растение, образующее низенькую куртинку. Пик декоративности этого растения наступает весной, когда после зимы старые листья отмирают и начинается цветение. Наиболее распространена печеночница с синими цветами, но есть и сорта с розовыми и даже махровыми.
Печеночница – это первоцвет, она цветет в одно время с морозником, примерно в течение 2 недель или немного больше. К концу цветения начинают отрастать молодые листочки. Обладает высокой морозостойкостью, неприхотлива и легко самосеется. Следующее растение может показаться каким-то невзрачным сорняком, но мне оно очень нравится необычным окрасом листвы. Называется оно ястребинка крапчатая, сорт леопард. Думаю, что и название вида, и название сорта говорят сами за себя. Достаточно посмотреть на ее листья. Я очень люблю растения с необычной листвой, и как только я увидела ястребинку на одесском привозе, я сразу поняла, что это мое. Сама куртинка у нее низенькая, до 15 см в высоту, в диаметре где-то сантиметров 25. Сейчас зимой, возможно, не видно всей красоты ее листьев, поэтому посмотрите, как они выглядят в теплое время. Цветет она желтыми цветочками на высоких до 40 см цветоносах. Но, как по мне, лучше бы она не цвела, а были только листья. Потому что недостаток растения, оно активно самосеется, и приходится сразу убирать цветы, как только появляются цветоносы. Но их она выдает постоянно аж до заморозков. Ястребинка абсолютно неприхотливое растение, не болеет, вредителей нет. Зимостойкость 5-я зона до 30 мороза. Любит полное солнце. А справа от ястребинки лег в зимнюю спячку садовый кактус опунция. Поскольку стебли у него не отмирают на зиму, а только ложатся на землю, я тоже отношу его к растениям, скрывающим голую землю и украшающим сад зимой. Стебель у него состоит из таких мясистых сегментов, которые для лучшей зимовки сами укладываются на землю, а весной поднимаются. В условиях Украины можно выращивать около 10 видов опунции. У меня растет опунция стелющаяся или распростертая. Ей дают 4-ю зону до минус 35. Цветет эта опунция летом желтыми цветами. Высота этого кактуса, когда его побеги подняты, около 30 сантиметров. В диаметре может занимать довольно большие площади. Мне приходится уже сдерживать его обрезкой. Интересное экзотическое растение, но его недостаток – это мелкие колючки, которые даже не видны глазу, но выбрать их с поверхности кожи довольно проблематично, если соприкоснуться с его стеблем. Один из моих любимых вечно зеленых многолетников – молочай миртолистный. Когда я смотрю на это растение, мне все время кажется, что это какой-то пришелец с другой планеты выпустил из-под земли свои чешуйчатые щупальца. Очень необычное растение. Посмотрите, как у него выглядят листья. И еще мне очень нравится цвет его листвы. Отлично переносит снег, морозы без снега, не теряя своей декоративности. Но, к сожалению, растение подходит только для южных регионов, зона зимостойкости 6 до минус 23, но под снегом может выдержать и более сильные морозы. Абсолютно неприхотливое, аскетичное растение, можно высаживать его на бедных почвах, на каменистых горках. Высота кустика до 20 см, в диаметре около 50. Растет у меня 7 лет. Весной молочай миртолистный обильно и долго цветет желтыми цветочками. Видов молочая существует достаточно много, и некоторые из них агрессивно разрастаются. Этот молочай, если не срезать вовремя цветоносы, тоже может насеяться, но не критично, то там, то здесь появляется сеянец. Также хочу показать вам еще 2 вечно зеленых молочая, которые росли у меня, но, к сожалению, пару лет назад ушли. Они принадлежат к молочаю миндалилистному. Потом я уже узнала, что эти растения якобы не очень долговечны сами по себе. Очень хочу их возобновить снова и буду уже стараться иметь запасные молодые саженцы. Кстати, насчет их недолговечности напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас растет молочай миндалилистный, сколько ему уже лет, или если раньше, может быть, рос, то сколько лет прожил у вас в саду. Потому что, например, молочай миртолистный, как я уже говорила, растет у меня 7 лет, а эти как-то довольно быстро ушли. В этот обзор я также решила включить армерию.
Хотя ее куртинка, можно сказать, почвопокровная, но она не ползет по земле ковриком, как очитки или живучка. У нее куртинка разрастается максимально на некоторый диаметр, потом останавливается. Постепенно растение стареет, выпадает серединка, и нужно ее выкапывать и обновлять, делить. У меня было несколько видов армерий, но из-за того, что растение недолговечное, нужно каждые 3-4 года обновлять, то я постепенно отказалась от нее, и у меня сейчас остался только один вид армерии – можжевелолистная или можжевеловая. Названа она так, потому что тоненькие небольшие листочки похожи на хвою можжевельника. Все армерии очень зимостойкие, именно этот выдерживает до минус 35. Здесь же на одной клумбе вместе с армерией и молочаем растет пинстемон жестковолосистый пигмеус. Видов пинстемона очень много. В данном случае это карликовое растение высотой всего до 15 сантиметров. В диаметре образует тоже небольшую куртинку до 30 сантиметров. У него удлиненные листочки зеленого цвета, а черешки листьев темно-красные, и это очень интересно смотрится. Цветет в июне довольно долго, трубчатыми цветами лавандового цвета. Это растение идеально подходит для альпинариев и каменистых горок. Зимостойкость до минус 35. Еще одно вечно зеленое растение для каменистой горки – это левизия. Вот так она выглядит зимой. А уже в мае она превращается из невзрачной лягушки в прекрасную принцессу, цветущую букетом цветов. Это левизия котиледон, ее зимостойкость до минус 25. Если вы хотите подробнее узнать об этом растении, то у меня уже есть подробный ролик о ней. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Вечнозеленые виды есть и среди папоротников. Ну вот только в прошлом году я посадила папоротник, который называется многорядник щетинковый пролиферум. Должен вырасти в большой куст до 80 см высотой. Зимостойкость ему дают до минус 30. Пока не могу о нем ничего рассказать, буду наблюдать и потом обязательно поделюсь своим опытом. Частично зимует с листвой скабиоза японская. Частично, потому что весной у нее отрастут еще и резные рассеченные листочки, а зимовать остаются только вот такие округлые. Это миниатюрное растение, высота без цветов буквально несколько сантиметров, с цветами до 20 сантиметров, ширина куртинки до 30. Наиболее обильно цветет в мае и повторно, но не так обильно в начале осени. А иногда после цветения весной она и весь сезон выдает отдельные цветочки. Зимостойкость этой скабиозы до минус 23. Сохраняют лист на зиму некоторые виды примул, например, примула ушковая и весенняя. Также в моем климате сохраняют листья на зиму ирисы и некоторые сорта лилейников. Также я хочу рассказать вам о двух растениях, которые не являются вечно зелеными, но они зимние зеленые и могут украсить бесснежный зимний сад. Первое – это луковичное растение лилия кандидум, или более известное название лилия белоснежная. Я думаю, она всем знакома, она у нас растет в каждом цветнике на улице. У этой лилии летом наступает период покоя, когда вся верхняя часть отмирает. А осенью отрастают листья, с которыми она и зимует. И вот так она выглядит сейчас в конце января. А это садовый цикламен, или его еще называют альпийской фиалкой. Это клубневое растение, которое в теплое время года находится в периоде покоя, а вегетировать начинает наоборот с началом холодов. Вот сейчас в конце января он уже стоит с бутончиками, скоро будет цвести. Но в этом году зима аномально теплая, и обычно он цветет у нас в феврале. В более северных регионах он зацветает в марте. После цветения цикламен уходит на покой до осени, а осенью отрастают листочки, с которыми он проводит всю зиму. Зимостойкость этого вида цикламена зона 6 до минус 23. Друзья, и последнее растение, которое нельзя назвать тоже вечно зеленым,
Но выглядит зимой оно очень прикольно и постоянно притягивает взгляд. Уже с первых дней зимы выглядывает весну. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Спасибо за внимание. Заходите на мой сайт растюхи.com. Пусть ваши растюхи растут и радуют вас.